Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую я тех, кто родился под знаком зодиака Рак, так как этот прогноз будет для них. Мы посмотрим, что же ждет раков в апреле. Рассмотрим общую атмосферу этого месяца, сферу работы, финансов, личной жизни и совет с предостережением. У нас будет одна позиция общая для всех представителей данного знака. Выбирать ничего не нужно. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. И давайте начнем. Начнем мы с общей атмосферы апреля для раков. Каким же в целом будет апрель для вас, уважаемые раки? Что-то подойдет к своему логическому завершению. И, вы знаете, будет много сомнений, будет море сомнений, будет много разговоров, будет много каких-то, знаете, раздумий, размышлений относительно того, насколько же все правильно. Несколько могут затягиваться некоторые события, но, тем не менее, все, что происходит, все, что будет происходить весьма положительно для вас, в положительном для вас ключе. Много общения будет, причем общение такое полезное для вас, это не то, чтобы пойти где-то развеяться, а это именно общение с целью налаживания каких-то связей. Разговоры про разговоры, разговоры о разговорах. Много будет очень этого общения, такого нужного, важного, делового для вас. Но все ведет к положительным переменам. Давайте посмотрим сферу работы. Посмотрим, с чем же будут связаны эти перемены. Скорее всего, эти разговоры будут по работе. И, скорее всего, этот финал, он тоже будет касаться трудовой деятельности. Тем не менее, у вас все стабильно. Несмотря на то, что какая-то часть вашей жизни, какая-то стихия подойдет к своему логическому завершению, у вас все стабильно. Как-то на общий фон это не влияет. Ваша война, эти спорные вопросы, они не наносят вам существенного вреда. Да, какие-то такие серьезные разговоры, не всегда положительные, они неприятные, они заставляют сомневаться, переживать. Тем не менее, на общее ваше состояние, эти разговоры, эти войны, они не влияют. И здесь все по справедливости, здесь все очень четко. Эти разговоры нужны, эти завершения некоторых проектов, рабочих, деловых связей, это тоже нужно, это не просто так. И вы знаете, здесь максимум того положительного результата, который вы можете извлечь, вы извлечете. Изначально может казаться, что как-то все не так, как-то все плохо, сложно, много сомнений, но ничего не плохо. Все перемены, которые будут ждать вас в апреле, особенно в сфере работы, они приведут к благополучному финалу. Вы избавляетесь от того, что вам не нужно. Вы сбрасываете балласт, потому что все, что вы делаете правильно. Что касается сферы финансов, давайте посмотрим. Так, приходится отстаивать и защищать свои интересы. Возможно, затраты на обучение, на получение какой-то важной информации и на совершение каких-то таких нужных, важных для вас сделок. Не совсем простая ситуация в сфере финансов. Есть стабильный доход, есть стабильные денежные поступления. Все стабильно у вас, да, то есть глобально ничего не меняется. Но
будут ситуации, где вам относительно финансовых вопросов придется поспорить. Будут ситуации, в которых вас попытаются не то чтобы обмануть, а либо ввести в заблуждение, либо здесь, знаете, как вот подмена понятий, да, ложные какие-то моменты, ложные ценности. У многих могут отыгрываться траты на те вещи, которые вам, собственно, не нужны. Поэтому здесь стоит, вот знаете, не торопиться с совершением каких-то покупок, с совершением каких-то трат. В целом все стабильно, но прежде чем совершить какую-то трату, постарайтесь вот прям взвесить все за и против. Действительно ли вам нужны эти затраты, действительно ли вам нужны эти покупки. Что касается знаний, опять же, могут вот какие-то знания относительно финансов, относительно затрат на эти знания, они действительно вам будут нужны. Но часть информации вот просто будет мимо. Такое ощущение, что вам могут попытаться, я не знаю, всучить какой-то совершенно ненужный продукт, какую-то информацию, которая будет, вот знаете, вода водой, совершенно для вас бесполезная. И вам стоит тщательно и внимательно, потому что информации на самом деле будет много, тщательно и внимательно относиться к тому, на что вы тратите свои средства, свои деньги и свое время в том числе. Но, повторюсь, вот и в работе, и в финансах здесь у вас очень стабильные позиции, несмотря на все вот эти вот мелкие такие неурядицы. Потому что мелкие неурядицы, они здесь будут и в работе, и в финансах. Судя по всему, все будет через вот эти вот дискуссии, через вот эти вот разговоры. Могут затягиваться какие-то проекты, какие-то выплаты, могут затягиваться решения каких-то дел. Но в целом все стабильно. Что касается личной жизни. Новых людей в жизни раков в апреле я не вижу. С теми людьми, которые уже есть в вашей жизни, здесь, знаете, здесь вот прям любовь. Туз кубков – это символ любви. Но в силу определенных обстоятельств у вас, ну, скорее всего, из-за сильной занятости на работе, из-за сильной занятости в сфере финансов, у вас мало будет встреч, у вас будут какие-то ситуации, когда вы по справедливости не можете полноценно совершать какие-то шаги, не можете совершать столько свиданий, сколько вам хотелось бы, не можете совершить какую-то поездку, которую вам хотелось бы совершить, но здесь прям к концу месяца будет ставиться вопрос ребром, да, то есть мы встречаемся или где? Здесь может состояться какой-то, знаете, серьезный разговор, какой-то такой диалог, который расставит точки над «и». И нужно сказать, что вот этот диалог, он приведет к благоприятному для вас развитию уже событий. Потому что изначально кажется, что все идет с пробуксовками. Много времени тратится на работу, много времени тратится на решение каких-то моментов и вопросов. И здесь уже, знаете, все подходит к тому, что так дальше нельзя и нужно что-то решать. И вот что-то будет решено в пользу любви, в пользу чувств, в пользу отношений. Будут даны, ну, посмотрите, все тузы почти. Будут даны шансы на то, чтобы ситуацию в сфере отношений, да, в сфере любви вырулить, вывернуть в вашу пользу, в вашу сторону. К чему стоит стремиться? Раком к чему стремиться стоит? Нужно не бояться от чего-то отказаться. Пятерка пентаклей. Карта расходов, карта потерь, карта затрат. И осуществляя эти затраты, отказываясь от чего-либо, ну, здесь у большинства будут какие-то, знаете, вот финансовые все-таки расходы, финансовые затраты. Здесь нужно будет уметь конструктивно вести диалог, выстраивать диалог таким образом, чтобы начатое вами дело продолжалось. Скорее всего, это касается вот именно сферы работы, потому что у нас начинается расклад с карты гроб. Что-то подходит к финалу, что-то завершено. Здесь, знаете, как продление контракта.
вот скорее всего, продление сотрудничества. Один этап, одна часть сотрудничества подошла к концу, и нужно вот этот контракт, этот договор продлевать. Это потребует расходов, это потребует каких-то вот диалогов не самых приятных, когда нужно отстоять, защитить свои интересы. Разговоров будет очень много, повторюсь, вот здесь с этого и начался расклад. Но вам нужно суметь выстроить диалог таким образом, чтобы начатое вами дело, оно продолжилось. Да, что-то будет продолжаться в несколько ином ключе, да, и здесь вот именно так, как было, продолжать не имеет смысла. Нужно будет как-то вот корректировать условия, вносить определенного рода изменения. Но вам важно найти компромиссы, вам важно договориться, вам важно суметь подписать новые контракты, сохранить условия взаимодействия, которые выгодны для вас. Потому что здесь в дальнейшем вас ждет успех и процветание. Вас ждет движение вперед. Вас ждет вот именно такое планомерное и успешное для вас развитие. Чего стоит остерегаться? Да, кстати, не нужно жалеть денег на то, что действительно стоит того. Повторюсь, вот когда разбирали сферу финансов, какие-то расходы, они просто пустые. Такое чувство, что вот пытаются впарить что-то, да, пытаются навязать ненужные лишние для вас расходы. Действительно, будут такие моменты, и вот их стоит отсеять, но расходы все равно будут, и здесь есть ради чего вот эти расходы осуществлять. Действительно, здесь придется раскошелиться. Чего стоит остерегаться? Чего стоит ракам остерегаться в апреле? Страхов, не бойтесь, не бойтесь, бойтесь своих страхов, не впадайте в уныние. Все, что вы будете делать правильно, вы идете в нужном направлении. Когда вы решите взять ситуацию в свои руки, просчитывайте каждый свой шаг. Это вам нужно, потому как от принятых вами решений будет зависеть дальнейшее развитие событий. Плюс смотрите, шестерка мечей – это движение вперед. Это могут быть различные поездки. В поездках будьте осторожными. Это может быть вот смена мест каких-то, места жительства, места работы. При всех вот этих вот переменах будьте предельно внимательны и осторожны. Потому что здесь все равно идет некая такая перестройка, идет некая такая трансформация. И важно уметь отделить зерна от плевел. Вы будете садиться за стол переговоров и будете это делать не единожды. Важно идти к переменам, вот к этим, которые будут очень осознанно. Здесь будут пробуксовки, здесь будут какие-то моменты, которые затягивают процесс вот этих перемен, затормаживают. Тем не менее, важно уметь отделить зерна от плевел и понимать, ради чего вы вкладываетесь. Вкладываете ресурсы, вкладываете средства, вкладываете свои силы и, собственно, различные вот эти вот средства, да, различные свои ресурсы, которые вы будете затрачивать. В целом месяц неплохой для раков, хороший, но важным аспектом является вот та самая трансформация, которая будет у вас проходить. Все стабильно, все хорошо. Вы ничего не теряете, за исключением, ну, так скажем, расходного материала, да, у кого-то это деньги, у кого-то это сила. В целом все стабильно. Но подготовьтесь к тому, что будет очень много диалогов, которые нужно провести очень достойно и успешно. И знайте, что все вот эти вот дела, они растянутся на весь апрель. А возможно даже и часть мая захватит. Тем не менее, ни в коем случае не смейте бояться, сомневаться и каким-то образом уклоняться от реализации намеченного. Вам важно продолжить, пролонгировать все вот эти договора, контракты, дела, проекты, в которых вы уже находитесь, в которых вы состоите. Просто, естественно, это будет на несколько иных условиях. Вот такой был прогноз у нас для раков на апрель. Я благодарю всех за просмотр. Я буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.